Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас новинка, изумительный жакет, нежно, изящно выполнен лиственным узором. Модель будет у нас представлена здесь на фотографии в укороченном варианте, но в своем мастер-классе я буду составлять описание для средней длины 58-60 сантиметров. Поэтому пусть вас этот факт, девочки, не смущает. Приближаю вам узор, смотрите, чтобы вы могли рассмотреть и в общем-то, очень изящный жакет, на мой взгляд. Узор такой, знаете, часто я его вижу, и в то же время вот он никогда не надоест и не выйдет из моды, согласитесь. Узор вот очень нежный и очень-очень привлекательный в любой модели. Что топы у меня были этим узором представлены на канале. Вот теперь жакет я решила сделать. Планочка у нас широкая, видите, использоваться будет. Вот, и здесь внизу будет идти резиночка 1 на 1 в описании. Вот, а планочка у нас цельновязанная вместе с полочкой будет. И здесь необходимо будет формировать немного такие укороченные ряды делать, для того, чтобы полоточная вязка не стягивала, потому что у них разная плотность по высоте, вязаное вот это наше ажурное полотно. Я все это вам напишу в описании под видео. Мы будем составлять описание для 44-48 размера и 50-52 размера. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Все другие размерчики, в принципе, сделайте по аналогии, там будет несложно. Мы с вами распределим узоры на все эти размеры. Я расскажу, какие там нюансы при вязании этого узора использовать. И, в общем-то, схематично будут изображены все раппорты, как расположить на тот или иной размер, да. И, в общем, почитайте описание, как там сделать вырез горловины, как пройму, сколько петелек закрывать. Все эти нюансы я всегда обговариваю в своем объяснении во второй части видео. Девочки, смотрите, я там рисую схематично. И, в общем-то, все мы разбираем досконально, в том числе рукав, как сформировать скос, да, это тоже там я рассказываю. Вот такие вот у нас с вами сегодня планы, такие интересные. Всем, кому интересна данная модель, остаемся со мной на канале, смотрим. Сейчас у нас будет с вами выбор пряжи, спиц и мои дальнейшие рассказы. Покажу вам схему, выкройка у нас будет. Все для того, чтобы, девочки, вы могли без проблем сесть и связать, но, может быть, где-то что-то откорректировать. Фигура у нас у всех разная, согласитесь, да? Необходимо будет длину откорректировать, там, может быть, ширину как-то, да? Что-то, может, вам там личные какие-то предпочтения понадобятся, внести изменения в описание. Это, конечно, важно, потому что у нас с вами у всех разная фигурка. Итак, мои хорошие, выбор пряжи. Итак, для вязания этого жакета я подобрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby, турецкая пряжа, полухлопок, 50, смотрите, 5% хлопок, 45 акрил. Цвет 62, такой, знаете, молочный. И у нас есть еще метраж. 50 грамм, 165 метров, пожалуйста. И вот так, девочки, выглядит наш с вами узорчик. 2 раппорта здесь связано в ширину. Вот такие листики ажурные, красивые. Спицы используем 3,5. И вот все, что вы видите. Лучше, конечно, связать этот образец и, в общем-то, оценить сложность этого узора. 10 рядов в высоту раппорт, я считаю, что это узор среднего уровня мастерства, несложный. Давайте посмотрим схему узора. Схема узора у нас выглядит, девочки, вот таким образом.
у нас 10 рядов будет. Вот я выделила зеленый цвет, это наш раппорт, который нас будет интересовать, по которому будем вязать. Поэтому здесь нумерация будет вот отсюда с 3-го ряда по 12 получается, да. На самом деле это 1, 3, да, 5, 7 и 9. То есть всего 10 рядов раппорт будет вязаться наш узорчик. Здесь условное обозначение еще есть. Можно сделать скрин экрана, да. Вот давайте схему, делайте скрин экрана, девочки, и делайте скрин экрана условных обозначений отдельно, так покрупнее будет лучше, да. Давайте теперь посмотрим выкройку. Выкройка у нас с вами вот такая, тоже увеличиваю. Смотрите, обычная классика, да. У нас будет пройма, у нас будет глубокий вырез. Ну, как глубокий, 8 сантиметров, можете сделать поменьше, кто не любит такую глубину, да. И вот так схематично изображено планочка, как у нас будет с вами вязаться, да. Вот такая вот интересная организация технологическая, да. Я буду делать планку по низу 6 сантиметров, как здесь на выкройке в своем описании. Вы можете эту величину также откорректировать. Здесь размеры не соответствуют тем, которые будут у меня в описании. Это только схематичная выкройка, девочки, схематичная. Потому что в моем описании ширина спинки на первый размер 46-48 будет 52 сантиметра, а на второй размер 50-52 58 сантиметров. Поэтому по этой выкройке во второй части мастер-класса обязательно посмотрите мои подробные объяснения. Так, и следующее, что нас интересует, это выкройка рукавчика. Вот такая выкройка рукавчика идет. Также слепо не доверяйте тем размерам, которые здесь есть. Это просто схематичное изображение той детали, которую вам надо будет связать. Размеры индивидуальные мы будем с вами во второй части видео проговаривать. Так, с этим понятно. И вот такое описание я составила и выложу под видео в свободном доступе для вашего удобства. Так, плотность это не та, это из другой модели. Спицы используем 3,5. Общий расход, сейчас я вам скажу, будет у нас на 46-48 размер. Так, на 46-48 размер, я думаю, что при средней длине, которую я рассчитываю, вам понадобится 450, ну, может быть, 500 грамм. На 50-52 размер от 500 и, может быть, чуть больше, там 550, возможно, 500, ну, вряд ли 600, нет. Все-таки там длинная ниточка довольно-таки идет. У нас в 50 грамм, 165 метров, да. Думаю, в районе 550 грамм. Вот такой расход. Так, ну и все вот это попетельное вы посмотрите, девочки, под видео. Я это зачитывать не буду, тем более второй раз, зачем я буду это все объяснять. Я уже во второй части видео очень долго, минут 20 вам все это буду рисовать и объяснять, как узоры расположить, сколько петель, где чего набирать и откуда это все берется, да. Так, замечательно, не будем занимать время мастер-класса, приступаем к вязанию образца узора. Итак, мои хорошие, у нас с вами сейчас будет вязаться образец вот по этой схеме. 10 рядов у нас высота раппорта и 16 петелечек ширина раппорта. Но мы будем с вами набирать петельки для 15 петель. То есть первый ряд, вот так устроен данный узор, надо набирать 15 петель, и затем прибавочка у нас будет в каждом раппорте по одной петле. Вот такая особенность данной схемы. То есть мы будем с вами 35 петель я набрала вот для этого узора. Вот. И смотрите, значит, 2 раппорта по 15 петель у нас идет. 3 петли у нас идут скрещенные лицевые, я их добавляю в самом начале узора. И между раппортами и в самом конце. То есть
Смотрите, вот здесь у меня идет скрещенная лицевая в самом начале, самой первой, да. Между раппортами в самой серединке идет скрещенная лицевая. И самая крайняя, то есть вот так вот. И 2 кромочные. В сумме это 35 петель. И давайте будем вязать. Я буду показывать, девочки, порядно. У нас с вами петельки будут вязаться, значит, справа налево. Схема у нас только лицевые ряды я буду показывать, изнаночные ряды будут вязаться, как смотрят петли, и скрещенные лицевые будут провязываться скрещенные изнаночные. Сразу уточняю эту информацию. Так, я вот так сделаю, чтобы было хорошо видно. На красном фоне, на розовом, белые ниточки. Вяжем первый рядочек. Итак, у нас с вами идет первая скрещенная лицевая, и затем начинается раппорт узора. Зеленым цветом обведен он на схеме, этот раппорт. Накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, скрещенная лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Раппорт узора первого ряда связан. Как я и говорила, прежде чем приступить ко второму раппорту, вяжем скрещенную лицевую. Она у нас учтена. Скрещенная лицевая между раппортами. И начинаем второй раппорт. Также накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид. Второй раппорт связали. И как я и говорила, в конце всех раппортов вяжется скрещенная лицевая. Кромочный мы вяжем изнаночный, переворачиваем на второй ряд. И, как я уже говорила, изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночные, скрещенные лицевые вяжем скрещенными изнаночными. Вяжем третий ряд. Начинаем с скрещенной лицевой. И далее вяжем раппорт. Накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Связали первый раппорт. Скрещенная лицевая идет между раппортами. И второй раппорт вяжем накид. Также вяжем 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Девочки, продолжаем, не буду повторяться. Пятый ряд. Начинаем с того, что мы вяжем перед раппортом скрещенную лицевую и сам раппорт. Делаем накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. Связали первый раппорт. Скрещенную лицевую провязываем между раппортами и начинаем
Второй раппорт, опять накид, 5 лицевых, вяжем самостоятельно. 7-й ряд у нас с вами начинается со скрещенной лицевой и вяжем раппорт узора, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, изнаночная и скрещенная лицевая. Дальше опять идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. Связали 7-й ряд. И у нас скрещенная лицевая между раппортами идет. И далее повтор раппорта. Опять накид, лицевая и так далее. Вяжем самостоятельно. 9-й у нас с вами ряд. Опять начинаем со скрещенной лицевой. Вяжем раппорт узора. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю 3 петли местами. Первые 2 у меня за работой, 3 поверх нее накидывается. Вяжу как 3 вместе одной лицевой. Накид, 3 лицевые, накид. Раппорт узора связали. Скрещенная лицевая по центру между раппортами идет. И начинается второй раппорт. Накид, лицевая и так далее. Повторяем раппорт. 10-й ряд мы вяжем, как смотрят петли, как и все изнаночные, да. И смотрите, и сейчас все, раппорт на этом заканчивается, повтор идет с 1-го ряда. И я хотела бы вам, девочки, сказать, что сейчас наша задача с вами сделать влажную тепловую обработку образца. Вот, и после этого измерить плотность, сделать расчет. Делаем влажную паром горячим, обдаем наш образец и тянем его в разные стороны энергично. Растягиваем, вытягиваем и вот так в распрямленном состоянии оставляем сохнуть. Измеряем с вами, девочки, ширину образца. У меня 18 сантиметров, 35 петель в наборе. И мы с вами 18 сантиметров намерили. 35 поделить на 18, это будет 1,9. Да? Запишем. В 1 сантиметре 1,9 петель. Даже 95 сотых я написала, но имейте в виду, что здесь такой момент возможен. Теперь по ширине мы сделали, по высоте давайте померяем. Так, тут у нас не совсем ровный получается. Все равно вот так выравниваем край, измеряем. 18,5 получается, здесь 19. Берем 19, и у меня здесь связано 4 раппорта, девочки, 4. То есть вот раз раппорт, да, 2 раппорт, 3 и 4. 4 раппорта по 10 рядов, то есть это 40 рядов, и делим на 18,5 сантиметров. Плотность получается 2,15 сотых. В 1 сантиметре у нас 2,15 сотых ряда. Вот такая вот плотность. Будем сейчас эти все наши измерения использовать в дальнейших расчетах. Смотрим выкройку. Так, девочки, вот такая у нас будет с вами выкроечка. И вот такой рукавчик тоже выкройка. Итак, давайте смотреть.
Значит, на модельке у нас, сразу говорю, длина короткая, укороченный жакетик. Я буду вам составлять описание для размеров 58-60 сантиметров длина жакетика. Значит, мы сегодня рассмотрим с вами размер 46-48 и 50-52. Вот такие размерчики будут в описании сегодня участвовать. И сразу давайте попетельно начнем. Итак, девочки, рассматриваем с вами размерчик 46-48 сегодня и 50-52. Ширина спинки 52 сантиметра на первый размер, 58 сантиметров на второй размер. Считаем петельки. 52 сантиметра ширину умножаем на плотность по горизонтали 1,9. Получается 99 петель. Второй размерчик 58 сантиметров умножаем на 1,9. Получаем, вот сейчас скажу, тут 110 получилось, у меня получается 111, то есть еще плюс 1 петля. Так, и теперь расположение узоров сразу по спинке. Значит, тут я вот уже нарисовала. Думаю, будет понятно. Значит, у нас с вами будет участвовать раппорт составлять. Одна скрещенная сюда войдет еще. То есть я переделаю эту схемочку. У вас будет вот эта линия зеленая, вот сюда зайдет. То есть мы берем с вами раппорт 16 петель. Сюда входит еще одна скрещенная петля лицевая, которую мы с вами сегодня вязали в образце. То есть вот эти 15 плюс одна скрещенная. Лицевая с правой стороны идет. Вот. Это раппорт на 16 петлях. Понятно, да? Так, отлично. И вот эти 16 петель я включила друг за другом последовательно. У меня получилось 6 раппортов. Одна лицевая скрещенная для симметрии у нас добавляется крайне левая и 2 кромочные. В сумме, смотрите, получаем 16 петель умножить на 6 раппортов. Это будет 96 петель. Одна петля скрещенная для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот наши 99 петель. Понятно, да? Теперь следующий размерчик у нас будет то же самое расположение раппортов, только еще добавим с вами справа и слева 6 изнаночных петель. Никак, то есть не получается включить раппорт. Единственное, только могу вам предложить, смотрите, нет, все равно не получится. Нет, только так, для симметрии, только изнаночная. Будет слишком большое количество петель. Там уже никакой не 50-52 будет размер, а 54-56. В общем, только вот я такой выход нашла, изнаночные петельки включить. Я думаю, что это не будет портить узор, да? Представьте, что здесь идет изнаночные петельки справа-слева. Да нормально это будет смотреться, в принципе. Так, и 12 петель мы добавляем, и у нас получается 111 петель. Понятно, да? Описание будет выложено, как всегда, под видео. Почитайте, там я подробно расписываю, как располагаются узорчики. Теперь, что касается полочек. Смотрите, рассматриваем правую полочку. Что-то я еще по спинке не все рассказала, девочки, извините. Смотрите, значит, про пройму. Глубина проймы у нас будет 8 петель. Никак по-другому у меня не получилось. На оба размера. Объясняю, почему. Узор у нас, видите, какой? Вот. И нам надо 8 петель сократить. По-другому никак не получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Понимаете, вот эти 8 петель, вы их закроете. И у вас узор половинчатый получится, красиво, гармонично закроется. То есть вот так по половине раппорта, да? То есть одна вот эта фаланга листиков пойдет, а вторую вы закроете. И она красиво пойдет далее вверх. Понимаете? Вот здесь по пройме в высоту. Понятно, да? Почему только 8? Но дело в том, что у вас там во втором размере, это я про первый размер говорю, во втором у вас там идут 6 изнаночных петель. То есть вы закроете эти 6 изнаночных и закроете, вот тут вот получается 2 петли. У вас нарушится узор, то есть вы тут будете мучиться, девочки, с этими накидами.
Вот я здесь не знаю, как вам посоветовать, как здесь быть. Может быть, достаточно только по 6 петель закрыть, да, чтобы не мучиться, и оставить целиком раппорт, да. То есть, но тогда у вас получится немного спущенность, вот такая вот у проймы, да. То есть немного он будет не совсем по плечу сидеть, а немного спущенный. Но имейте в виду, что это на ваше усмотрение. То есть, если вы опытная вязальщица, вы знаете, как здесь вывернуть, да, чтобы вот эти 2 петли вам сильно не мешали. То есть 8 петель, чтобы закрыть там, или даже 10 петель закрыть. То есть прихватить от раппорта еще 4 петли и 6 изнаночных этих, которые будут сбоку, по бокам. В общем, на ваше усмотрение я пишу, как и для первого размера, 8. Но вот я вам устно пояснила, что здесь вот такой нюанс возможен. Если мастерства не хватит, вы тут замучитесь с этими узорами, да? Поэтому лучше 6 сократите, пусть немножко спущенная будет. Ну, опять-таки, не знаю, как тут быть. Так, но ведь спущенный рукавчик тоже красиво смотрится. Он немножко будет спущенный, не совсем уж он так будет, можно сказать, вульгарно, да, смотреться. Так, дальше, девочки. На вырез горловины у нас придется 35 и 39 по размерам петель. И все, что останется, останется петли плеч. У меня получилось 24 и 28 петелек, да? Понятно. Теперь давайте как раз на полочки переходим. Здесь у нас с вами у полочек будет планочка. Вот я ее тут подрисовала. Вот, планочка я планирую на первый размер, у меня 10 петель платочной вязки, будет цельновязанной, так вот вязаться вместе с полотном, да. И для второго размера всего 7 петелек, так вот у меня получается по узору, чтобы узор красивый был. Обо всем этом будет изложено в описании под видео. Имейте в виду, что платочная вязка имеет другую плотность, чем узор, высоту. Она будет стягивать здесь полотно, поэтому рекомендую вам в каждом 4-м или 5-м ряду вязать укороченные ряды. У планки конкретно. То есть планочка должно быть больше рядов, вот на такие вот, значит, через такой интервал 4-5 рядов, и вяжете 1 лишний ряд, да, то есть вот этими укороченными рядами будете формировать эту планочку платочной вязкой. Так, и тогда стянутости не будет, будет хорошо смотреться. Что такое укороченные ряды, если кто не знает, но я думаю, что все знают, кто возьмется вязать данный узор, в принципе, уже имеет какой-то навык мастерства, и я думаю, они знают, понимают, о чем я говорю, да, то есть это не совсем нулевые новички должны быть. Так. Ну, вырез горловины, вы понимаете, все это будет описано у меня в описании. Сейчас не буду об этом говорить, потому что это займет очень много времени. Как распределить узоры, сейчас покажу. Смотрите, для первого размера у меня получилось 53 петли, для второго 59 петель. И распределились у меня узорчики 58, по-моему. Да, 58. Вначале хотела сделать 59, потом 58. Распределились узорчики следующим образом. У правой планки, значит, 10 петель, как я сказала, платочной вязки, да, и 8 петель у меня начинается, как я вам говорила, по узору. Вот они идут. То есть я беру 8 петелек от нашего раппорта, девочки. То есть беру вот отсюда. Вот эта вот часть у меня берется, делим условно пополам, и получается у нас с вами 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот эта скрещенная сюда не входит. Начинается сразу вот от этих треугольничков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти треугольнички берутся. То есть вот эта часть у нас включается в узор, да, и затем 2 раппорта подряд. Я написала, вот, видите, 8 петель, потом идут 2 раппорта подряд и 1 лицевая скрещенная. Ну, соответственно, 2 кромочные. А вот здесь впереди идет платочная вязка. Она у нас идет прямо от резинки. То есть вот эта резинка внизу у нас будет. Здесь у нас есть планка. Она будет вязаться резинкой 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. Она везде. И на рукавчиках также.
Вот. А платочная вязка вяжется планочка вот здесь. Ну, вы все это видели на модели, да? Я просто заостряю на этом внимание, девочки. Вот таким образом у вас будут распределяться петельки. То есть вот отсюда берется это количество петель ажурного узора. 16, 16 и вот эти 8 петель последних в пропорции. Понятно, да? Откуда это все взялось? Так. И второй размер у нас, у второго размера 58 петель. Здесь планочка получилась 7 петель. То есть она будет меньше, да? 7 петель. Меньше по ширине. Здесь у меня идет также 3 раппорта подряд по 16 петель. 1 лицевая скрещенная и 2 кромочные. В сумме это составило 58 петель. Вот таким образом распределяются узоры. Теперь давайте перейдем с вами на рукав. Рукавчик у нас с вами получается по низу набираем резиночку 45 петель, вяжем резиночкой 1 на 1 и затем распределяются узоры. Там петелечек надо будет добрать в последнем изнаночном ряду до 51 петли на все размеры. Как распределить узоры? Вот у меня такой рукава получилось. 3 раппорта подряд, 1 лицевая скрещенная крайне левая и 2 кромочные. В сумме 51 петля. Вот. И затем начинаются у вас прибавки по скосу. Вот в самой широкой части рукава я сделала 75 петель, 79. У меня 39 сантиметров на первый размер. 39 я умножил на плотность 1,9, получилось 75 петель. А второй размерчик я сделала 42 сантиметра ширину вот здесь, да, и умножила на плотность 1,9, сделала 79 петелек. Вот. Теперь из большего количества петель отнять меньше. В сумме у меня получилось 24 петли, которые я поделила на 2 скоса. По 12 петель надо прибавить с каждой стороны. Рукавчик вы можете сделать как на 3/4, так и полноценную длину. То есть вот эта мерочка, конечно, должна быть индивидуальная. Здесь стоит размер 35,5 сантиметров. Я сразу это перевела с помощью вертикальной плотности в ряды, потому что мне это нужно для скоса. Смотрите, 35,5 умножить на нашу плотность по вертикали 2,15. Получаем 76 рядов. И теперь смотрите, 76 мы поделим вот на эти 12 петель. 76 рядов поделить на 12 петель, которые надо прибавить, получится число 6. Целое число. То есть в каждом шестом ряду вы должны сделать прибавочку 12 раз, и у вас в сумме должно стать вот здесь 75 петель перед тем, как формировать окат рукава. Окат рукава для опытных мастериц не составит труда самостоятельно сделать расчет или даже не делать, а я, например, уже практически знаю, как тут что закруглить, да? Для неопытных мастериц, ну, для не совсем как бы уверенных в себе, я сделаю ссылочку на расчет оката. Будет под видео в описании выложено. Вот. И, в общем-то, разберетесь, мои хорошие. Не так уж условно. Высота оката 12 сантиметров. Также переведите в ряды 12 умножить на плотность по вертикали 2,15. Получаем 26 рядов. То есть окат в высоту 26 рядов составляет. Вот. И что еще здесь? Для второго размера у меня получилось 14 петель, надо прибавить по каждому скосу. Для этого мы также 76 рядов делим на 14, и получается вот такая картина. То есть не 5, не 6, да, как тут быть? В таком случае рекомендуется чередовать. Первую прибавку делаем в 5 ряду, вторую в 6, опять в 5, в 6. И так 14 раз. Будет равномерно получаться. Все, мои хорошие, собственно, про рукав я то, что хотела, сказала. Все более тонкие детали, как вот это сформировать округлость по вырезу горловины, по пройме, все это детально расписано в описании под видео, чтобы не загружать видео. Хочу еще сказать, что здесь необходимо, вот здесь, обязательно предусмотреть прорези для пуговиц, да, на равном расстоянии. Вот здесь схематично это изображено, да, сколько здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пуговичек, да, но это все будет зависеть от вашей длины, опять-таки, и той частоты пуговиц, которую вы для себя определите. Этого я в описании делать не стала, потому что длина у нас у всех разная.
Я про вертикальную плотность ничего не сказала, имейте в виду. Вертикальную плотность нужно обязательно не игнорировать, а использовать в технологии вязания. Вот смотрите, у меня при моем общем длине изделия 58-60 сантиметров на второй размер, значит 6 сантиметров имеет планка, 32 сантиметра я беру размер от планки до проймы, и 32 я умножаю на плотность по вертикали 2,15. Получается 68 рядов мы должны, девочки, вязать. Здесь ставим знак равенства, что 32 сантиметра соответствует 68 рядам. И вы так и должны вязать. Для чего? Потому что после стирки изделие вытянется. Понимаете, всякое вязаное полотно всегда вытягивается. И чтобы вот чрезмерное вытягивание не испортило ваш вид изделия, который вы запланировали, да, длину, вот, пожалуйста, используйте вот уже заранее. Помните, мы его отпарили, и мы его потянули, наш образец, да, и у нас все уже легло потом после сушки, все легло на свои места, и мы померили, какой он будет у нас после влажной тепловой обработки, образец, да, и эту плотность мы заложили в наше будущее изделие. Вот это, пожалуйста, не игнорируйте. А все остальное, я думаю, у вас получится. Где-то мое описание вам пригодится, где-то ваш личный опыт сработает, да. В принципе, жакет очень интересный, идея просто потрясающе прекрасная. Я думаю, что можно связать такой жакет для лета из полухлопковой пряжи. Прям-таки идеальный вариант. Этот узор с листочками никогда не устареет. Итак, желаю вам успехов, мои хорошие, и до новых встреч!